Приветствую вас, друзья! Обработка акустической гитары может быть как очень простой, так и невероятно сложной и навороченной. Но всегда остается вопрос, а чем же заполировать уже сформированное звучание этого любимого многими инструмента? Об этом сегодня и поговорим. Давайте послушаем звучание микса с обработанными гитарами и с гитарами без обработки. Я думаю, вы заметили, что гитары до обработки звучали слишком гулко, слишком резко, но при этом недостаточно выразительно, и они как-то проваливались в миксе. Они не создавали ту необходимую основу, без которой данная композиция не может просто существовать. Что ж, самым главным прибором, который сделал это звучание, является, как ни странно, эмулятор магнитофона. В данном случае я использовал прибор от компании Acustica Audio, который называется Taupe. Давайте послушаем звучание микса с обработанными гитарами, но без Taupe. Вроде бы все звучит хорошо, но когда я включил магнитофоны, звучание стало более круглым, более завершенным. Ушла резкость, ушла жесткость, но напор не потерялся. Но этот напор не слишком интенсивный. Гитары все еще звучат довольно мягко, аккуратно и лирично. Еще раз послушаем звучание до всех обработок. В такой лиричной композиции гитары кажутся излишне резкими, особенно в диапазоне высокой середины. А теперь эта жесткость уходит, но при этом разборчивость остается. Прекрасное звучание, и Taupe, по большому счету, как раз и сделала его таким, каким мы его слышим. Давайте посмотрим, в чем здесь заключается вся магия. Начнем с гитары Chords. На записи этой гитары, сделанной с помощью линейного входа, я использую пресет C7. То есть это эмуляция магнитофона Revox A77. 7,5 дюймов в секунду скорость работы, стереопресет. И обратите внимание на вот такую очень странную обработку в диапазоне высокой середины. Такая, я не побоюсь этого слова, гребенка создает очень интересный эффект как в частотном диапазоне, так и в фазовой характеристике аудиозаписей после обработки. Давайте послушаем звучание гитары без этого магнитофона. Простое, понятное звучание. А теперь появляется дополнительный объем в низких частотах, мягкость в диапазоне высокой середины. И в целом звучание кажется более опрятным, более завершенным. Добавим сигнал с микрофона. И еще раз выключим Taupe. Без Taupe теперь микс кажется гулким. А с включенным процессором
звучание кажется очень симпатичным. На микрофонном канале я также использовал Taupe, но уже другой пресет. На этот раз это A0, то есть эмуляция магнитофона Ampex. Послушаем его. Здесь нет какого-то экстремального воздействия на высокую середину, на низкие частоты. Просто аккуратное округление или скругление звучания гитары. Без обработки она более пробивная, но в лиричном миксе какая-то пробиваемость нам не так уже нужна. Наоборот, хочется получить более сглаженное, более мягкое и приятное на слух звучание. И два этих сигнала сочетаются и очень приятно дополняют друг друга. Послушаем соло-гитару. Начнем с линии. Здесь опять же использован Revox A77, но уже пресет Dual Mono. Без обработки она кажется тонковатой. А после обработки звучание не становится излишне увесистым, но оно как бы обволакивает. Приятное, выразительное, но не слишком щипающее за уши или в уши. Послушаем запись с микрофона. Здесь работает пресет C8. До обработки присутствует некий гул в нижней середине. И опять же, верхняя середина жестковатая. Теперь звучание более выразительное и более мягкое одновременно. Сигналы соло-гитары хорошо сочетаются друг с другом. И также они хорошо сочетаются с сигналами гитар, которые играют аккорды. Действительно, очень приятное, сбалансированное, завершенное звучание. Для наших подписчиков Patreon доступна расширенная версия данного видео, в которой я отвечаю на вопросы, заданные вами, ребята, на соответствующей теме на нашем канале Patreon. Я показываю в этом видео, что позволяет сделать звучание гитар более объемным, как обрабатывать те или иные модификации различных акустических гитар, а также, что немаловажно, в каких ситуациях гитару стоит обработать посильнее, а в каких оставить более натуральной или более нейтральной по звуку. Ссылку на наш Patreon вы найдете в описании к данному видео. Что ж, ребята, как вы видите, эмуляторы магнитофонов, в том числе Taupe от Acustica Audio, могут быть использованы в качестве невероятно качественного полироля для акустической гитары. Они делают звучание этого инструмента более объемным, менее жестким, более воздушным, но при этом и более мягким одновременно. Невероятная комбинация как раз тех характеристик в звучании акустической гитары, которые нам и нужны. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом.
все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на обновления Ершов Микс в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся в следующих видео. Пливите к звуку.